Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как вязать вот такую шапочку из Alize Softy Plus. Вот она так смотрится. Размер этой шапочки на нулевой размер, так как эту шапочку я связала именно на выписку, потому она маленькая. Но я вам покажу, как рассчитать свои размеры, чтобы вы смогли связать вот шапочку на любой размер в таком фасоне. И для того, чтобы сделать правильно расчеты, вам нужно обязательно связать образец и высчитать, сколько петель и сколько рядов у вас входит в 1 сантиметр, то есть вашу плотность вязания. Данная шапочка, вот она состоит из 6 клиньев. Вот я вам покажу схематически. Вот первый клин, второй, третий, четвертый, пятый и шестой клин. И для того, чтобы высчитать вот сколько рядов должно быть в ваших клиньях, нужно сделать замеры окружности головы и высоты. Я буду рассказывать на примере своей шапочки. Так как она у меня на выписку, значит она у меня маленькая. И окружность головы 36 сантиметров. Вот. Высота шапочки 11,5 сантиметров. Это мои данные. Вы будете потом подставлять под мои данные свои и делать свои расчеты. И для того, чтобы шапочка плотно сидела на голове ребенка, так как полотно эластичное, мы рассчитываем вот такие мерки. Я от мерки окружности головы 36 сантиметров отнимаю 10%. 36 сантиметров минус 10%, и у меня получается 3,6 сантиметра. И вот далее от окружности головы 36 сантиметров минус вот эти 3,6 сантиметров у нас получается 32,5 сантиметра. И так как наша шапочка состоит вот из 6 клиньев, мы вот эти вот 32,5 сантиметров делим на 6 клиньев, и это получается 5,4. Округляем, то есть получается 5,5 сантиметров будет вот мой клин. То есть в моем случае один клин это 5,5 сантиметров. Вот это. И вот каждый клин вот здесь 5,5 сантиметров. И вот каждый из 6 клиньев 5,5 сантиметров. И высчитываем далее. Моя плотность вязания в 1 сантиметре, вот в 1 сантиметре равно это 1,7 петель и 2,2 ряда, 2,2. И теперь, зная нашу плотность вязания, высчитываем количество рядов в 1 клине. Для этого нам нужно вот 5,5 сантиметров, 5,5 сантиметров, это вот наш клин. Нам нужно умножить на ряды. Вот у меня 2,2. И это равняется 12,1.
тоже округляем. Это получается вот 12 рядов будет в моем случае в одном клине. Вот в этом клине 12 рядов, в первом, во втором, в третьем и так далее. Количество рядов должно быть только четным. А теперь будем высчитывать количество петель, высоту шапочки. Вот вверх. Моя высота шапочки, вот я замерила, мне нужно, чтобы она была 11,5. Значит, я 11,5 сантиметров буду умножать на плотность своих петель. Вот у меня в одном сантиметре 1,7 петель. И это равно 19,5 петель. То есть снова округляем. И это получается вот 20 петель у меня будет в каждом клине. То есть вот здесь я буду набирать 20 петель для того, чтобы вязать. Начинаем вязать мы шапочку вот сбоку. То есть вот я покажу вам именно на шапочке. Здесь я сделала шов. И вот с этого момента я начинала и вот таким образом вверх-вниз провязывала все ряды. То есть в начале в лицевых рядах, вот в нижней части, там где у нас формируется ушко, в лицевых рядах мы делали прибавление. Это в первом клине. А в верхней части, вот в первом клине, мы вязали частичным вязанием. Когда перешли на второй клин, вот как вы видите, у нас сформировался треугольник для ушка. То есть в начале ряда в лицевых рядах мы делали убавление, чтобы вышел вот такой треугольник. Но в верхней части мы продолжали вязать частичным вязанием. И вот такая шапочка у нас с вами получилась. Надеюсь, что вам были понятны мои объяснения по расчету шапочки. И потому мы приступим к вязанию вот такой красивой плюшевой шапки. Шапку я буду вязать плюшевой пряжей. Это Alize Softy Plus в 100 граммах 120 метров. Спицы буду использовать 4,5 миллиметра. Также нам понадобятся маркеры. Для шапки набираем 20 петель. Вот таким образом. Продолжаем набирать. Вот набрали на спицу 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 петель. И начнем вязать первый клин. Вообще вся шапка состоит из 6 клинов. И мы вяжем в первом клине установочный ряд или нулевой ряд. Первую кромочную мы снимаем вот таким образом. Далее провязываем лицевые петли. И так вяжем лицевыми петлями до конца ряда. Последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной петлей. Это мы провязали с вами установочный или нулевой ряд. Далее мы будем вязать частичным вязанием.
Это мы вяжем первый клин. Первую кромочную снимаем вот таким образом. Далее делаем накид и провязываем 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 петель. Последнюю кромочную мы не довязываем, так как это частичное вязание, а разворачиваем вязание и будем вязать второй ряд. Во втором ряду нить находится у нас перед работой, ну вот таким вот образом. И теперь первую петлю с левой спицы мы перебрасываем на правую, не провязывая, и рабочую нить вот заводим за спицу. И далее продолжаем вязать лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Дошли до накида, и накид провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Вот заводим спицу за заднюю стенку, сделаю вот так, вот завели, и провязываем лицевой петлей. И последнюю кромочную вяжем изнаночной. Разворачиваем вязание и вяжем третий ряд. В третьем ряду снимаем кромочную, делаем накид и провязываем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Вот мы дошли до вывернутой петли. Мы их не провязываем, так как мы вяжем частичным вязанием, а разворачиваем вязание и начинаем вязать четвертый ряд. В четвертом ряду снова рабочую нить вот убираем в эту сторону и с левой спицы перебрасываем на правую, петлю не провязывая, и вот убираем рабочую нить за спицу. Далее вяжем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Снова дошли до накида и провязываем его за заднюю стенку, последнюю кромочную изнаночной. Разворачиваем вязание, вяжем пятый ряд. В пятом ряду снимаем первую кромочную, сделали накид и лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 и 18. Снова мы дошли до вывернутых петель. На левой спице у нас уже 1, 2, 3 петли. И разворачиваем вязание и будем вязать 6 ряд. В 6 ряду снова мы с левой спицы перебрасываем на правую спицу петлю, выводим нить, рабочая нить за спицей и продолжаем вязать лицевые петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и дошли до накида. Накид провязываем лицевой петлей за заднюю стенку и последнюю кромочную вяжем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание, вяжем 7 ряд. В 7 ряду сняли кромочную, сделали накид и провязываем 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Снова мы дошли до вывернутых петель. Теперь у нас их 1, 2, 3, 4 петли. Разворачиваем вязание и вяжем 8 ряд. В 8 ряду снова повторяем, с левой спицы перебрасываем на правую спицу петлю и заводим нить за спицу и провязываем 17 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Накид, как обычно, провязываем за заднюю стеночку, чтобы не было дырочки. И последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание, вяжем 9 ряд. В 9 ряду снимаем кромочную, сделали накид и вяжем 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И мы дошли до вывернутых петель. На левой спице их уже 5. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание и вяжем 10 ряд. В 10 ряду снова перебрасываем нить с левой спицы на правую и заводим назад рабочую нить. Далее вяжем 17 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
И накид провязываем за заднюю стенку лицевой, кромочная, изнаночная. Разворачиваем вязание и вяжем 11 ряд. Кромочную сняли, сделали накид, далее 18 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 петель. Вот дошли мы до вывернутых петель. Теперь у нас на спице их 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание и вяжем 12 ряд. В 12 ряду снова повторяем, снимаем петлю, с левой на правую спицу заводим рабочую нить назад спицы и провязываем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Опять довязали до накида, провязали за заднюю стенку и провязали кромочную изнаночной петлей. Это мы с вами провязали первый клин. Вот так он у нас выглядит. Внизу этого ряда оденем маркер для того, чтобы это был ориентир. В этом ряду мы будем привязывать завязочки для шапки. И это вот у нас идет ушко на шапочке, вот внизу. Вот такой дужкой. Теперь будем переходить к вывязыванию второго клина. И в первом клине мы делали прибавление, а во втором клине будем делать убавление. И начинаем вязать второй клин, первый ряд. Снимаем первую кромочную, далее провязываем 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Теперь вот мы дошли до наших вывернутых петель. И вот берем одну петельку и провязываем ее лицевой петлей. И разворачиваем вязание. Это мы провязали с вами первый ряд. Вяжем второй ряд. Во втором ряду первую петлю мы перебрасываем с левой спицы на правую, не провязанную. Далее вяжем 16 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. На левой спице у нас осталось 3 петли. 2 петли нам нужно провязать вместе с наклоном влево. То есть первую петлю мы снимаем с левой спицы и переносим на правую, не провязывая. Вторую петлю мы провязываем лицевой петлей. А теперь ту, которую мы сняли петлю, перебрасываем через ту петлю, которую мы провязали лицевой петлей. Это мы провязали
2 петли вместе с наклоном влево и кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание, вяжем 3 ряд. В 3 ряду снимаем кромочную и провязываем 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 петля. Дошли до вывернутых наших петель и одну петлю провязываем лицевой петлей и разворачиваем вязание. Вяжем 4 ряд. В 4 ряду первую петлю снимаем не провязанную и далее вяжем 16 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Теперь 2 петли провязываем вместе с наклоном влево, как я показывала в предыдущем ряду. И перебрасываем последнюю кромочную, провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание, вяжем 5 ряд. В 5 ряду кромочную снимаем, провязываем 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Дошли до вывернутых петель и одну петлю тоже провязываем лицевой петлей. Разворачиваем вязание и вяжем 6 ряд. Первую петлю снимаем не провязанной, далее 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Осталось 3 петли, и мы 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. Вот таким образом. И последняя кромочная, изнаночная. Разворачиваем вязание, вяжем 7 ряд. Кромочную, как обычно, снимаем. Далее 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Снова дошли до вывернутых петель и провязываем одну петельку лицевой. И разворачиваем вязание, вяжем 8 ряд. 8 ряд, снимаем первую петлю не провязанную, далее 16 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 и 16. Теперь 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. И последняя кромочная изнаночной. Разворачиваем вязание, вяжем 9 ряд. В 9 ряду сняли кромочную и провязываем 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 петель. Дошли до вывернутых петель и следующую петлю вот провязываем лицевой петлей. Разворачиваем вязание, вяжем 10 ряд. В 10 ряду снимаем первую петлю не провязанной, далее вяжем 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. И последняя кромочная изнаночной. Разворачиваем вязание, вяжем 11 ряд. В 11 ряду снимаем первую кромочную, далее 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Дошли до вывернутых петель, провязываем эту петлю лицевой. И осталась у нас последняя кромочная, мы ее провязываем изнаночной. И разворачиваем вязание, вяжем 12 ряд. 12 ряд сняли кромочную, далее 17 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2 петли вместе с наклоном влево. Сняли первую петлю, вторую провязали лицевой и перебросили первую через вторую. И последняя кромочная изнаночной. Это мы закончили с вами вязать второй клин. Вот такую форму имеет наша шапочка. Как вы видите, внизу вот сформировался треугольник. Это ушко на шапочке. Далее мы с вами будем вязать лобную часть. И здесь мы не будем ни прибавлять, ни убавлять на лобной части, но сохраняется частичное вязание вверху. И это мы будем вязать третий клин. И вот в третьем клине мы начинаем вязать первый ряд. Вот в нижней части, там где у нас ушко и вот маркер, мы будем вязать его ровно, то есть без прибавлений и убавлений. Первую кромочную снимаем,
Далее провязываем 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Вот мы провязали 18 петель, и так как мы вязали в первом клине с вами, вот последнюю петлю кромочную мы не провязываем, а разворачиваем вязание и начинаем вязать второй ряд. То есть у нас сохраняется частичное вязание, и вверх мы вяжем точно так, как вот в первом клине. Я еще несколько рядов покажу, как провязывать, а далее будем вязать самостоятельно. И вот второй ряд вяжем так же, как в первом клине мы провязывали. То есть с левой спицы перебрасываем на правую спицу петлю и заводим нить рабочую назад спицы. И далее провязываем 17 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последняя кромочная изнаночной. Разворачиваем вязание и вяжем третий ряд. И вот еще раз показываю, в третьем ряду мы снова снимаем кромочную. Далее вяжем 17 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот дошли до вывернутой петли. И теперь мы разворачиваем вязание и будем вязать четвертый ряд. Далее вы будете вязать самостоятельно. Я надеюсь, что сам принцип понятен, потому что мы продолжаем вязать вот как первый клин. Далее я покажу, как уже переходить с третьего клина на четвертый клин. Вот мы провязали третий клин. Как вы видите, нижняя часть у нас идет ровно. В верхней части сохранялось частичное вязание, так как мы вязали в первом клине. И теперь будем переходить с третьего клина на четвертый клин. И в четвертом клине мы тоже будем продолжать вязать нижнюю часть ровно, а в верхней части будем провязывать частичное вязание, так как мы вязали во втором клине. Вяжем первый ряд четвертого клина. Первую кромочную мы снимаем, далее провязываем лицевые петли до вывернутых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. Далее у нас идут вывернутые петли. Вот у нас их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель на левой спице.
И следующую, вот первую вывернутую петлю мы провязываем лицевой петлей и разворачиваем вязание. И будем вязать второй ряд. Будем его вязать так, как мы вязали во втором клине. Показываю второй ряд. Вот во втором ряду мы снимаем с левой спицы на правую спицу, петлю не провязывая. Далее вяжем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лицевых петель и последнюю провязываем кромочную. Вот, как вы увидели, в нижней части мы не делаем ни прибавления, ни убавления, она у нас ровная. Только вот верхнюю часть мы продолжаем вязать частичным вязанием, так как вязали во втором клине. И довязываем 4 клин самостоятельно. Встретимся уже на провязывании 5 клина. И вот мы провязали 4 клин. Как вы видите, лобная линия ровная. Сверху у нас продолжалось частичное вязание. Далее нам нужно переходить на 5 и 6 клин. 5 клин будет вязаться в точности так же, как мы вязали 1 клин, вместе с прибавлениями, так как нам нужно связать вот точно такое же ушко с этой стороны. И 6 клин будет вязаться точно так же, как мы вязали вот 2 клин, то есть с убавлениями, чтобы связать вот это в ушко. То есть 5 и 6 клин мы повторяем вязание 1 и 2 клина. И вот так вяжем здесь самостоятельно. Вот мы связали все 6 клиньев. Вот такую форму имеет шапочка. Как вы видите, есть 2 треугольничка, где будем привязывать завязки. И вот теперь вот таким образом слаживаем нашу шапочку. Вот треугольнички. И с этой стороны будем аккуратно сшивать шапку. И вот шапочку сшили, и она имеет вот такой вид. Теперь там, где у нас маркеры, нужно привязать завязочки. Я буду привязывать их вот крючком 2,5. Снимаю маркер. И в своем варианте я сделаю завязочки, это просто наберу такие вот цепочки из воздушных петель. Для того, чтобы завязки не были очень грубые, вы, если хотите, можете связать другие завязки. Я вот таким образом сделаю завязочки в своей шапке. И вот наша шапочка готова. Вот такой вид она имеет. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!